Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. С кем же вас познакомят? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А вы такой товарищ с характером, я вам скажу. Характер-то у вас не простой, да, а золотой. Смотрите, здесь может проигрываться, что вы товарищ, ну такой огонь. Помимо того, что вы можете быть даже огненного знака зодиака, вы вообще такой борец за справедливость, вы можете обладать таким вспыльчивым характером. Да, это может быть вспыльчивый характер, но довольно быстро вы отходите, но тем не менее острый язычок у вас только такой. Вы себя в обиду не дадите, это однозначно. Но тем не менее, вот как бы там ни было, вы всегда, вот несмотря на какую-то вашу такую внешнюю жесткость, вот если это касается каких-то таких ситуаций, когда другому человеку плохо, вы всегда можете пожалеть. Вы вот, ну, именно вот по-мужски можете пожалеть, да, не так, как женщина, слюни, сопли, да, а вот именно по-мужски вы можете поддержать и словом, и делом, и финансами, если нужно. Вы человек, который, ну, абсолютно не стесняетесь ничего и не стыдитесь в этой жизни. Вы можете и в огонь, и в воду, если нужно. Вот если касательно, допустим, спасти человека, да, вот вы настолько, то ли это смельчак, да, в чем-то вы экстремал. Даже может проигрываться, что вы либо же любите, может быть, какие-то экстремные такие вот экстремальные виды спорта, да, быструю езду, там вот эти паркуры, ну как угодно, да, вот сейчас очень много этого всего. Возможно, даже некоторые из вас занимаются, либо же раньше занимались какими-то вот единоборствами, да, это очень модно и для самообороны, вообще и для здоровья как бы полезно. Вы можете обладать, ну, довольно неплохо таким сложенным телом, да, здесь может быть атлетически такое сложенное тело, либо же сейчас, либо вот в молодости вы, может быть, там, ну, железо тягали, как говорят, качались, да, вот бодибилдинге, вот это все. Также может проигрываться, что сейчас, ну, вы связаны, опять же, вот выпадает у нас с военщиной, да, с формой что-то связано, с какими-то вот именно такими вот военными делами можете находиться там, где вот именно опасно, там, где, ну, есть реально опасность для жизни, поэтому будьте осторожны, берегите себя. И как бы там ни было, но сейчас вы находитесь в таком состоянии глубокого одиночества. Да, жизнь кипит, бурлит, все хорошо, вроде бы друзья, приятели, все, да, работа там, ну то есть куда хочу, туда лечу, но абсолютное такое состояние одиночества в толпе. Давайте посмотрим, почему так. Ну, потому что проблемы вот именно с чувственной вашей сферой жизни, проблемы с личной жизнью, которые я абсолютно не вижу сейчас. Проблемы это касательно, ну, скорее всего, здесь развод, разрыв, конфликт с женщиной новую, пока вы решили, ну, как бы не обзаводиться новой женщиной, да. У меня почему-то вот, когда я говорю заводить новую женщину, у меня ассоциация, как будто собачку завести, да. Ну, почему-то странно, не знаю, почему у меня с собачкой ассоциация. И я сейчас вспомнила, да, вот опять же, вы любите, уже охрипла сегодня, наговорилась, да, видео записываю. Вспомнила, знаете, ну, из разряда хохмы, да, вот, для поднятия вашего настроения. Вот, знаете, какой самый лучший рингтон на звонок телефона, вот, да, вот рингтон какой самый лучший поставить на Android. Особенно это, ну, на жену, либо же на женщину. Это лай собаки. Вот. И обычно мужчины, у которых вот проблемы в семье, да, говорят, вот на тещу, либо же там на жену поставлю-ка я лай собаки. Но главное, чтобы потом остаться в живых, да, вот беги, дружок, беги, когда она услышит этот твой звонок. Так, погнали дальше. Вот вы такой человек, знаете, у меня складывается почему-то такая картинка, что вы человек, который внешне, ну, может быть, даже холодный, неприступный, такой эмоционально холодный, но с очень теплым таким вот и ранимым сердцем. Вы человек, который
знаете, вот такие люди, вот как вы, они спасают бездомных животных, вот они их подкармливают, они им помогают, они, может быть, даже кто-то домой себе их берет, вот пригреют, обогреют, накормят, да. Вы помогаете, может быть, бездомным там людям, у кого нечего есть, кто оказался в какой-то сложной ситуации. Может быть, даже вот знакомым, у которых какие-то финансовые проблемы. Ну, вы тоже им помогаете, периодически денежку там подбрасываете. Причем вы даже такой человек, что можете давать деньги, ну, либо же чаевые оставлять там где-то в кафе. И вы будете говорить, что нет, сдачи мне не надо, да, либо же не возвращай, не надо. То есть вот такой вот вы вроде бы с виду грозный можете быть, но на самом деле вы такой вот, ну, бескорыстный какой-то, вот, ну, знаете, вот, ну, человек, который... Обычно вот такие люди, как вы, обычно они очень сильно обжигались, поэтому вот эта вот маска ваша, маска холодности, она как приобретенная. Вот напишите в комментариях. У меня складывается впечатление, что когда-то вот были вы другой, да, вот вы были когда-то вот рыцарь кубков, да, и превратились в пажа жезла, вернее, мечей. Вот превратились в более холодного именно из-за жизни, да, вот из-за этого одиночества, из-за той ситуации, в которой вы остались одиноким, да. Я не буду сильно углубляться, дабы вас не травмировать, да, по некоторым таким этическим соображениям. Так, что-то я опять охрипла. Нужно поменьше разговаривать, а то что-то я много разговариваю, еще не очень так и выболелась, и горло снова садится. Итак, давайте-ка разбираться. С кем же хотят вас познакомить? Смотрите. Ух ты! Во-первых, вы нравитесь женщинам. Вот вы нравитесь женщинам, причем на вас засматриваются женщины. Я вам не скажу, что это какие-то серые мышки. Вы нравитесь довольно таким вот обеспеченным, статусным женщинам. Но опять же, давайте посмотрим, с какой целью. Ну, это чисто, да, для романа. Это с ними разве что пороманить, потому что вот у вас то ли такая внешность, да, вот, как говорится, может быть, машина у вас такая, может быть, вы дорого одеваетесь, что они считают, что у вас довольно много денег. Потому вот засматриваются на вас обеспеченные женщины. Может быть, вы и ходите, знаете, вот можно купить какую-то одежду, ну, обычную, среднюю, да, не брендовую какую-то, но она выглядит как дорогая, и вот потому на вас засматривается, что вы хорошо за собой следите, вы такой подтянутый, вы ухоженный, да, и женщины к вам тянутся. Вот опять же, они чувствуют, вот чувствуют вас именно как мужчину, вот сильную мужскую энергетику они чувствуют. Плюс, конечно же, они обманываются, но они почему-то считают, что у вас есть много-много денег. Они, конечно, потом понимают, когда либо же с вами познакомятся, либо рассмотрят, может быть, да, вот как-то поближе, уже так наметанным глазом. Они понимают, что здесь ловить много ты не будешь. Они понимают, да, это можно при знакомстве даже вот как-то понять, либо же там по разговору, да, вот когда они с вами общаются в том или ином круге. Они могут понять, что у вас далеко не те доходы, на которые они рассчитывали. Поэтому они так потихонечку отпадают сами, либо же вы сами их культурненько отшиваете, потому что понимаете, что это, ну, не вашего поля ягоды. Но женщины у вас, в принципе, ну, были, есть и будут. Я вам скажу, что даже, ну, в принципе, вам достаточно глазом моргнуть, как говорят, вот любому, вот что бы вы мне ни говорили. Вот для романа вот всегда можно найти женщину. Просто другое дело, что вы не будете связываться лишь бы с кем. Это уже другая история. Вы не будете лишь бы на кого-то там прыгать, грубо говоря, да. Вы не будете лишь бы кого пускать в свою жизнь, в свои отношения, потому что для вас важно женщину любить. Вот у вас, у многих может даже проигрываться, что та ваша женщина, которая была вашей такой звездой, вашим центром вселенной, которая осталась еще, может быть, до сих пор в сердце у некоторых, вот она еще не ушла из души, из сердца, да, поэтому вы еще так других потихоньку отшиваете. Потому что еще может проигрываться, что когда вы знакомитесь вот с новыми женщинами,
вы сознательно или подсознательно сравниваете ее даже с бывшей. Вот пусть это вас не шокирует, это реально, это правда. Это происходит и у женщин, и мужчин. Это подсознательно даже происходит, когда вот знакомятся люди, ну, после развода, я имею в виду, уже с новыми партнерами. Ты вот смотришь на человека, да, вот и понимаешь, что вот бывший, да, допустим, ну, либо же бывшая, да, мы сейчас женщин берем, а бывшая была посимпатичней. Ну, даже в таком плане. А бывшая была по фигуристей, да, а у нее там, может быть, бюст был побольше, покрасивее и так далее. Вот в таком плане. Это говорит о том, что вы еще не выбросили из головы свою бывшую. Вы можете даже не замечать, что это ваше подсознание руководит, но оно настолько тонко руководит всеми вашими действиями, уж поверьте. Так, смотрим. Что дальше у вас в личной жизни? Что же за знакомство будет? Смотрите, в вашем окружении есть мужчина, даже, может быть, даже два мужчины, но они моложавые. Либо же, вот если вы, допустим, ну там, я не знаю, ну до 40 лет, если вам, если постарше, то это, конечно же, будут мужчины помоложе вас, получается. Это могут быть не обязательно близкие друзья, но хорошие там приятели, знакомые, которые вам будут предлагать: вот давай мы тебя познакомим, да, вот с женщиной. Вот есть женщина в окружении, они будут расхваливать. Это их, ну то ли это знакомая, да, какая-то, может быть, у кого-то это соседка, у кого-то это там родственница, да. То есть они будут вам навязывать женщину. Какую женщину они будут навязывать вам? Это будут даже, знаете, могут даже быть подстроенные ситуации знакомства. Вот, смотрите, по работе даже может быть, по работе, это будет очень неожиданно. Вам могут, ну, так сказать, подсунуть, да, женщину, которая, ну, будет такая очень ярая соблазнительница. Вот с которой у вас 100%, вот если вы захотите, у вас может быть с ней бурный страстный роман, такой очень неожиданный. Именно вот связано как-то, либо это будет человек, который вас знакомит с ней, может быть, либо работает с вами, ну как-то вот по работе вы с этим мужчиной пересекаетесь, он познакомит с этой женщиной. То есть она вам, да, понравится. Роман может случиться, еще раз повторюсь, если вы того захотите. Это будет женщина, которая вот именно подарит вам кучу таких, знаете, вот эротических, страстных моментов. Это будет женщина вот именно для романа. Я сейчас обращаюсь, это, ну, к тем говорю, кто любитель романов, кто не против пороманить какой-то период, да, ну, как говорят, за неимением другого, да, на безрыбье и рак, рыба, говорят. Поэтому такая ситуация у вас может проигрываться. Смотрим дальше, что еще у вас будет. Охотницы за вами вот постоянно. Вот я вам скажу, что вот есть женщины, которые вообще за вами наблюдают. Наблюдают, причем женщины, которые еще вот где-то вот даже живут рядом. Вот они, ну я не скажу, что прям в замочную скважину наблюдают. Ну, в окошечко, так, знаете, вот те, кто положили на вас глаз. Вот, допустим, вы идете на работу, там с работы, вот она так раз, так и в окошечко посмотрела, полюбовалась. Есть такие дамы. Давайте вот уточним, что это за дамы, чтобы вам было интереснее. Ну, это дамы, опять же, это дамы замужние. Это из той серии, когда муж в командировку, а она не против зароманить. Это из серии обманщиц, это из серии таких вот неверных жен. Вот в вашем окружении, по соседству, так скажем, да, может быть, даже в вашем доме, там, ну, если это частный дом на улице, может быть, однозначно есть женщина, которая, ну, не против с вами тоже замутить, вот пока муж где-то в отъезде, где-то там, я не знаю, еще какими-то делами занимается. Но, тем не менее, вот она такая вся лихая, она очень огненная, она очень страстная. Вот у нас дамочка такая жезловая выпала, королева.
Это, как правило, выпадают такие страстные, эмоциональные, эротичные, очень сексуальные женщины. Поэтому вот она за вами наблюдает, да, вот, ну, подойти она к вам, вот, чтобы там предложить что-то, вот она не решается, она боится, вот, она боится разрушения с мужем. Пока она на уровне мечтаний. Но тем не менее, вот если бы вы сделали какой-то шаг к этой женщине, вот огненная, еще раз записываю, страстная, активная, такая языкатая, коммуникабельная очень, замужняя, еще раз говорю, обитает вокруг вас, а вы вспоминайте. Вот если бы вы шаг сделали, вы бы с ней зароманили, так бурный, страстный романчик, ну, может быть, так одноразовый был бы романчик, но не более того, но это был бы обман, это чисто обман бы для мужа был, ну и понятно, что обман для вас, потому что это так, чисто для здоровья, для куража, для кутежа, как угодно называйте. Так, что еще происходит? Так, как я говорила, хотят вас познакомить, да? То есть одного я вам уже описала, да, человека, который хочет познакомить вас для романа. У вас это может быть второй ваш моложавый, я сейчас говорю о моложавых парнях, да, то есть один я вот рассказывала, который для романа хочет познакомить. Второй вот вас будет знакомить женщина, которая... Она будет одинокая, но она пережила в своей жизни тоже, вот у нее какой-то разрыв, у нее разбитое сердце было, у нее проблемы с мужчиной были тоже, это скорее всего развод. Но эта женщина, она такая, знаете, вот она себе на уме. Давайте разбираться, что она за женщина и вообще получится ли с ней. Она очень активная, но вот мужчина она очень и очень перебирает. Ей хочется любви, ей хочется настоящей любви. С ней возможно у вас любовь. Причем такая любовь, когда эмоции и чувства через край. То есть с этой вас познакомят дамой. Она может даже работать где-то в госучреждении. Это женщина, которая... Ну вот она почему-то у меня идет, знаете, вот ну, такая история, как суд, юриспруденция, либо же такая вот документальная работа, офис. Ну что-то такое очень и очень серьезное, какая-то структура может проигрываться. Но помним, что это общий расклад, это не обязательно, что в госструктуре. Но тем не менее она такая вообще... Правдолюб по своему характеру, она такая очень взвешенная, уравновешенная, она очень серьезная, но опять же она хочет любви, она ищет любви, поэтому вот этот ваш моложавый знакомый, один из знакомых, да, который будет с ней знакомить вас, конечно же, он и ей скажет, что вы настроены на серьезные отношения. И вам, естественно, он придет и скажет, что да, вот женщина есть, женщина довольно серьезная, женщина рассудительная, которая хочет нормальных, серьезных, стабильных отношений. То есть у вас, видите, у вас в жизни получается, что будут разные вариации. Жизнь будет вам столько сюрпризов еще подкидывать, вот именно в личной жизни. Поэтому здесь будет абсолютный выбор, да, вот. А вы сейчас вот как-то, ну вот чуть ли не похоронили, вот некоторые из вас, вот вы себя чуть ли не похоронили. Особенно это, я думаю, касается тех, у кого недавний вот развод был, у кого еще не отболело. Поэтому смотрите, даже кто хочет пороманить, у вас будет возможность, да, вот один из друзей-приятелей там будут вас знакомить с женщиной для романа, второй будет вас знакомить для более серьезных отношений, да, вот даже замужняя дамочка и то на вас глаз положила, но это так, это чисто для развлечений, это просто ни о чем, да, это так, поматросить и бросить. Поэтому будет исключительно все зависеть от вас. Вы еще те Казановы, я знаю, я читаю ваши комментарии, я знаю, что вы у меня, ребята, бурные, страстные, очень опасные в интимных делах. Поэтому вы можете выбирать на любой вкус и цвет. И вот снова вы император. А император, но он априори не может выбрать женщину, какую-то там серую мышку, замухрышку, да. Император не будет никогда опускаться до челяди, до какой-то прислуги. То есть император, он обязательно выберет женщину, которая ему для семьи, для серьезных отношений, да, ну, для гражданского брака, как угодно.
Но император, ну, не будет опускаться до каких-то одноразовых развлечений. Напишите в комментариях, я права или нет. Жизнь, конечно, такая штука, что императору иногда хочется поразвлечься. Но чтобы он начал развлекаться, это должен быть такой трэш в душе. Вот император, когда пойдет романить, когда начнет развлекаться император, тогда ему действительно в душе хреново. Тогда действительно вот просто вот реально заглянуть в рюмку чая, просто чтобы напиться и забыться, как говорится, да, и ни о чем уже не думать. И там уже по барабану, роман, не роман, просто от тоски и безумного одиночества. Потому что императоры, вы ведь тоже бываете иногда слабые, вы бываете иногда беззащитные, вам тоже иногда хочется, ну, грубо говоря, кому-то, ну, не то чтобы поплакаться, да, как-то это некрасиво звучит для мужчины, но, по крайней мере, ну, рассказать, что у вас на душе. Но, к сожалению, не у всех есть женщины, к которым можно вот так прийти, да, вот лечь головой на колени, да, либо сесть вместе у камина, да, обняться и начать рассказывать, что у тебя на душе, что у тебя наболело. И ты понимаешь, что она тебя поддержит, она утешит тебя, она тебе поможет, подскажет, да как угодно. Ну, пусть по-женски, но она тебя утешит. Поэтому вот такие дела, императоры мои дорогие. Я вам всем желаю поскорее встретить свою любимую женщину, именно любимую, с которой можно и в огонь, и в воду, и в разведку, которая никогда не предаст и никому и никогда вас не отдаст. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!